Друзья, приветствую вас! Это недельный обзор курсов валют. Давайте рассмотрим, что у нас происходит на валютном рынке, что с курсом доллара, курсом евро, курсом рубля и какие ожидания у нас на предстоящую неделю. В недельном таймфрейме рубль-доллар Tomorrow обозначилась разворотная формация, которая указывает на то, что весьма вероятно либо движение вверх и укрепление доллара, либо консолидация. Для того, чтобы понять, как наиболее вероятно будет строиться движение, давайте рассмотрим то, что может влиять на это движение. Давайте начнем с рассмотрения индекса доллара. Это ключевой фактор, который указывает на движение капитала, соотношение курсов валют основных мировых к доллару. Приблизительно половину занимает евро в этом индексе. Недельный таймфрейм индекса доллара. На недельном таймфрейме у нас здесь в чистом виде разворотная формация. Эта разворотная формация, она должна привести к движению сначала на 98,4 и потом в дальнейшей перспективе движение вот на тестировании пробой сильного уровня 100,3 и дальнейший рост на 104. Здесь у нас единственный какой момент есть. Не закрепились выше вот этого сильного уровня, однако и не пошли туда, куда должны были идти для того, чтобы продолжалось ослабление доллара против ключевых валют. Поэтому здесь на предстоящей неделе мы, я думаю, вероятнее всего увидим либо проторговку вот в этом диапазоне по индексу доллара, или же мы увидим попытку забраться вот на эту линию, ее пробить, здесь закрепиться и потихонечку начинать ползти вверх. Движение вниз вот в этот диапазон, я думаю, может быть короткий задерг, но с учетом вот всей этой формации, вероятность дальнейшего укрепления евро и других валют против доллара, она вот здесь, я думаю, снизилась существенно. Да, задерги могут быть, но эти задерги наиболее вероятно будут приводить к возврату в этот диапазон. И все-таки вот эта формация, с моей точки зрения, она в среднесрочной перспективе не сразу, но постепенно. Может быть, ближе к концу предстоящей недели, может быть, в дальнейшем. Она, я думаю, приведет к тому, что индекс доллара будет расти и доллар будет укрепляться к остальным валютам. Но посмотрим, вот как будет разыгрываться здесь, вот в этом диапазоне близлежащем. Но пока как бы по недельному таймфрейму есть указание на рост, ну или по крайней мере консолидация и последующий рост доллара против основных валют. Но на дневке у нас здесь в чистом виде идет разворотная формация. Там даже если рассматривать с точки зрения свечных моделей, по-моему, это двойной толчок, если не ошибаюсь, называется. Плюс как бы здесь отработаны определенные значения, которые указывают на то, что на предстоящей неделе вполне вероятно мы увидим пробой вот этого диапазона и движение, цель которого будет отработка вот этого диапазона. Высока вероятность того, что мы на предстоящей неделе, ну, либо какой-то задерг будет вот сюда, в этот диапазон, возможно, даже и повыше. Вот. Ну, я думаю, что здесь, даже если пойдет какое-то ослабление доллара, укрепление валюты, мы увидим временные движения вот сюда вот. Я предполагаю, что, наверное, все-таки вероятность на текущий момент больше того, что эти движения, они будут потом выкупаться и, соответственно, будет происходить отскок и дальнейший рост доллара против ключевых валют. В каком случае не сработает то, что я описал? Оно не сработает в том случае, если будет очень сильное движение против доллара, и мы увидим пробой на объеме 94,6-94,55. Если такое происходит, и здесь наблюдается выход больших объемов, то тогда вот вся эта конструкция, она аннулируется, и действительно мы тогда увидим безбрежное ослабление доллара к евро, фунту и другим валютам. Такой сценарий возможен, но я думаю, он все-таки маловероятен, потому что вот эта вот конструкция, которая здесь образовалась, она указывает на то, что наиболее вероятный сценарий это все-таки разворот и укрепление доллара в ближайшей среднесрочной перспективе. Исходя из 4-часового таймфрейма по индексу доллара, возможен здесь задерг. Цель этого задерга будет заход вот в этот диапазон. Но наиболее вероятный сценарий, что здесь реализовалась разворотная формация, и мы все-таки увидим даже после задерга вот сюда дальнейший рост индекс доллара
и, соответственно, рост доллара против ключевых валют. Но я все-таки думаю, что наиболее вероятный сценарий это то, что у нас на предстоящей неделе будет консолидация по индексу доллара. Эта консолидация будет в диапазоне от этого уровня и до этого уровня. То есть, да, возможны задерги туда-сюда, но наиболее вероятное нахождение здесь и здесь на протяжении предстоящей недели. Так, ну и вот что касается нефти. Снижение буровых продолжается, то есть все равно американский сланец находится под давлением. Позиция американских трейдеров по состоянию на вторник, которая транслируется в пятницу, указывает на то, что, в общем-то, лонги как были, так и остались, приблизительно такое же количество. То есть они не ожидают, что будет резкое движение вниз по нефти. Исходя из недельного таймфрейма по нефти Brent, у нас здесь фактически произошел разворот, но этот разворот он требует дальнейшего подтверждения. Потому как он может перейти в проторговку, набор позиций и движение вверх. Такое развитие, оно вполне возможно с учетом того, что транслируется нехватка потенциальной нефти в августе, в сентябре из-за схлопывания добычи. Однако мы с вами знаем, что надвигается, уже идет вторая волна коронавируса, и поэтому даже если такой и возникнет недостаток в нефти, я думаю, он очень быстро будет устранен возникновением новой вспышки. Анализируя дневной график нефти, могу обратить внимание, что есть цели движения внизу. Ключевая цель, которая может быть реализована коротким ударом, это в районе 30, там чуть меньше. Есть промежуточная цель внизу, которая находится на 36,1. Вот здесь сейчас на текущий момент времени у нас по дневке разворотная формация. И у этой разворотной формации цель отскок вот сюда, вот в этот диапазон. Диапазон, который от 39,6 до 41,5. Вполне как бы можем в начале недели увидеть такой задерг и движение вот сюда, вот в этот диапазон. Если такого не произойдет, и мы в начале недели видим пробитие 36,9, 36,85, то у нас первая цель движения, она находится вот здесь, в районе 34,9. И далее, если мы получаем пробитие 33,1, то развивается движение как раз вот под этот сильный уровень, вот сюда, вот в этот диапазон. Я думаю, что наиболее вероятный сценарий на предстоящей неделе мы увидим колебания в районе вот этого сильного уровня, который образовался 39,7. И здесь все движение будет строиться в диапазоне наиболее вероятном 34,5, 42. То есть сначала, скорее всего, в начале недели напрашивается вот сюда вот корректирующий отскок, вот к этому значению 41,5, 41,3. И потом либо пойдет проторговочка в этом канале, либо будем колебаться в более широком диапазоне. Есть, конечно, вероятность движения вверх, тестирование на пробой 43,4, но для этого нужен какой-нибудь белый лебедь или черный лебедь, я уже не знаю, как здесь правильно назвать. Скажем так, либо какие-то данные об ускорившемся экономическом росте, что в текущих реалиях маловероятно, или инициация конфликта в какой-то нефтедобывающей стране. Может быть, как вариант заявления одной из стран, которая является крупным добытчиком, о том, что в силу каких-то причин, воздействия, военного вмешательства, природных катаклизмов, предполагается небольшое снижение добычи. Так, если мы берем 4-часовой таймфрейм по нефти, то у нас здесь есть определенная цель движения вверху, и поэтому наиболее вероятный сценарий по 4-часовику это в понедельник, вторник движение по закрытию 40,8. Если здесь идет закрепление проторговка, то отсюда формируется движение, цель которого 42,7. И потом возможно короткое тестирование вот этого локального перехая. 4-часовик указывает на то, что весьма вероятен рост. В начале недели этот рост не будет реализован, если мы увидим пробитие 37-36,8 диапазона. Если вот здесь вот его прокалываем, то развивается движение к нижней границе, которой 35-34,5. Так, друзья, далее давайте евро-доллар посмотрим, потому что это, в общем-то, очень существенная такая штука. По дневному таймфрейму у нас движение завершилось на рост.
То есть здесь сейчас будет либо проторговка, либо возможно движение вниз. По недельке движение вниз, если оно все-таки здесь подтверждается, оно подтверждается, если будет пробой 1,12 на объеме, то, соответственно, у нас наиболее вероятный сценарий сначала движения на 1,1070 и по факту его пробития возврат вот сюда, вот в эту наторгованную область. Движение вверх еще возможно, но здесь больше вероятность того, что будет проторговка и потом последует отскок и движение вниз. Движение вниз будет сломано в том случае, если на объеме мы пробьем 1,1426 и потом сразу очень проскочим быстро диапазон 1,1426, 1,1490. Если этот диапазон будет на объеме пробит, то весь сценарий, который здесь сформировался, негативный, по поводу консолидации евро и проседания его, он будет сломан, и мы увидим дальнейший рост евро. Первая цель 1,1618 и вторая цель находится вот здесь. Такой сценарий возможен, но он маловероятен. Сейчас больше указывает на то, что либо здесь какая-то будет консолидация на протяжении 1-2 недель, или же мы можем увидеть отсюда движение вниз. Так, друзья, далее дневной таймфрейм. Но дневной таймфрейм очень коварен в данной ситуации, потому что с одной стороны у нас здесь вроде как произошел разворот в диапазоне сильных уровней, и здесь должна состояться консолидация вот в этом диапазоне в течение 1-2 недель. Но с другой стороны есть очень неприятный момент, который связан с тем, что фактически на локальном хае формируется расширяющаяся формация. Эта расширяющаяся формация в случае дальнейшего пробития 1,1207 на объеме будет реализована движением вот сюда, вот в этот диапазон 1,1037, и верхняя граница вот здесь проходит. Ну, если здесь не удерживается, то вот сюда открывается портал движения. Пока на текущий момент, я думаю, более вероятный сценарий это все-таки проторговка вот в этом диапазоне. Вот. И предстоящая неделя она покажет, то есть если будет тестирование на пробитие вот этого значения, мы увидим провал сюда. И тогда уже здесь либо будет он собираться и отскакивать, если пойдет проторговка, или же если мы увидим пробитие на растущем объеме, то будет сыпаться он дальше. Вот. Здесь все-таки пока больше походит на то, что будет консолидация отсюда и до сюда. Вот. Но если пойдет пробой вот этого значения, то скорее всего оно посыпется, резко сходит сюда. Если здесь не закрепится, а вероятность того, что здесь закрепится, будет уже невелика, скорее всего тогда это движение продолжится вот сюда, вот в этот диапазон. Здесь уже будем смотреть по ситуации. Итого, резюмирую. На предстоящую неделю я ожидаю, что евро-доллар наиболее вероятное движение это вот в этом диапазоне. И здесь с учетом закрытия в пятницу должен пойти отскок с тестированием вот этой верхней границы 1,1362. Сейчас мы детально посмотрим, какие цели движения на более коротких таймфреймах. Так, ну 4-часовик здесь боевой. 4-часовик указывает, что весьма вероятно, что в начале недели, понедельник, вторник, среда, отсюда разовьется отскок. Цель этого отскока первый будет пощупать вот эту нижнюю границу темно-зеленую. Если здесь закрепляется и начинается проторговка, то отсюда пойдет движение вот сюда, вот в этот диапазон. Далее здесь в зависимости от того, как будут развиваться события. Если он просто кольнет вот этот диапазон и отскочит, то это будет означать, что в общем-то он будет торговаться в этой консолидации еще какое-то время, ну может быть неделю. Вот. Если он все-таки пойдет на пробитие вот этой верхней границы и пробьет на объеме, то разовьется движение к цели, которая находится вот здесь. Я думаю, что скорее всего мы увидим в начале недели короткий задерг сюда, потом сюда, и потом движение наиболее вероятное в этом диапазоне. Если будет пробой на объеме вот этого значения и вот этого значения, то мы увидим наиболее вероятно движение сюда, либо сюда. Но я думаю, наиболее вероятный сценарий это все-таки нахождение вот в этом диапазоне на предстоящую неделю. Итак, друзья, возвращаемся к рубль-доллар, USD Tomorrow, недельный таймфрейм. Здесь по недельке у нас произошел разворот. И, соответственно, недельного вот этого разворота цель движения находится вот здесь,
вот в районе этого значения. В каком случае это движение будет сломано? Оно будет сломано, если произойдет пробой минимального значения, который в данном случае 68-67,95. Вот если здесь у нас пробой закрепления, то в соответствии с недельным таймфреймом развивается движение, цель которого отработка вот этого уровня. На текущий момент, исходя из недельного графика, я думаю, наиболее вероятный сценарий на новой неделе это движение, ну вот где-то отсюда 69,8 до вот этой оранжевой линии 71,5. То есть, скорее всего, мы будем колебаться вот где-то здесь, в этом диапазоне. С одной стороны, здесь разворот. Вот как ни крути, это разворот. Разворот может не сработать? Может. Если будут пробиты соответствующие минимальные значения, это будет подтверждаться. Но пока здесь формально разворот на недельках. Но как ни крути, дневка здесь боевая, то есть пошло движение вверх. Да, здесь остался гэп незакрытый. Кто-то скажет, что вполне как бы может быть движение вниз по закрытию этого гэпа. Соглашусь, вполне такое может быть. Если нефть будет простреливать 43, то мы увидим такое движение. Сейчас на текущий момент времени может быть какой-то коротенький откат. Вот сюда вот опять же 69,7, 69,5. Но вполне вероятно, что в начале либо в середине недели мы увидим отработку вот этой цели 70,9 и тестирование вот этого диапазона, торговли в этом диапазоне. Есть у нас ближайшая цель 73,5. Соответственно, то есть может быть прострел по отработке этой цели. Если мы увидим снижение RGBI резкое и снижение нефти, то при этих обстоятельствах мы увидим уже на следующей неделе отработку этой цели. Шанс укрепления остается. Вот, для того, чтобы пошло укрепление, нужно пробить опять же диапазон 68-67-95 на объеме. Тогда цель движения у нас 66. Но с учетом того, как у нас торговалась предыдущая неделя и какие были цены на нефть и как двигался доллар-рубль, я думаю, шансы такого движения, они крайне невелики. Более вероятно, что мы будем находиться вот выше 69,5 уже. И, соответственно, торговаться на предстоящей неделе в диапазоне 69,5-71,5. Вот здесь вот. Так, ну 4-часовик давайте пробежимся. Смотрите, вот здесь пошло очень бодрое движение. Кто-то здесь разглядит солдат трех. Возможно, это так. Отсюда, вот в любом случае, вот эта формация, которая здесь возникла, у нее цель движения находится вот в этом диапазоне. Отсюда и до сюда. То есть она должна вот эту траекторию выполнить. Тогда можно сказать, что вот импульс, который был здесь получен, он скорее всего завершен. В идеале сходить вот сюда. Вот отсюда уже может формироваться какой-то, ну скажем так, консолидация или даже может быть отскок на вот это значение. Но пока это под вопросом. Сейчас как бы текущий момент времени, возможен краткосрочный откат. Вот исходя из 4-часовика, вижу, что этот откат будет на 69,5. 69,5. Если пойдет дальнейшее пробитие 69,35, 69,3, то в этой ситуации весьма вероятно, что мы увидим закрытие вот этого гэпа. И после закрытия вот этого гэпа и тестирования 68,56, здесь у нас появляется возможность для отскока и движения наверх. Вот. Поэтому я думаю, что на предстоящей неделе у нас диапазон движения наиболее вероятный по рубль-доллар USD Tomorrow находится от 69,5 до, возможно, вот этого значения 72,5. Ну даже, скажем так, 71,5. Вот если пойдет пробитие вот этого диапазона 71,5, 72, то вот этот диапазон до 73,5 будет преодолен очень быстро. Вот. Но надо понимать, что здесь пока не состоялось событие X, наверное, таких особо резких движений не допустят. Поэтому я склоняюсь к тому, что диапазон на предстоящей неделе 69,5, 71,5, где-то вот здесь. Вот это ключевой диапазон, могут быть задерги вниз и вверх, более вероятно задерги вверх, но скорее всего движение будет где-то здесь строиться. Кто-то здесь увидит двойное дно,
кто-то здесь увидит еще там какую-то фигуру. Откат, я думаю, в начале недели на 69,5 мы увидим. Дальше пробой 69,3, 69,4. Если он состоится, пойдем сюда. Если не состоится, то наиболее вероятно движение вот сюда, в этот диапазон. Я думаю, более вероятно это все-таки движение вверх. Так, друзья, далее у нас евро-рубль, tomorrow котировка. Но здесь у нас неделька в чистом виде разворотная. Цель движения среднесрочной перспективы это 81,2, 81,5. На дневном таймфрейме цель ближайшее движение это 80, 79,9, 80. Тут осталось идти совсем чуть-чуть. Но по факту такого взрывного роста на объеме нужен какой-то небольшой откат. И если этот откат не пробьет 78,5, 78,4 на объеме, то соответственно мы увидим дальнейшее укрепление евро к рублю. Так, далее 4-часовой таймфрейм. Но здесь у нас очень бодрый, мощнейший рост пошел. Вот. Но тем не менее здесь попытка разворота и отката. Вот смотрите, может быть короткое движение, цель которого отработка цели в районе 78. Вот сюда может быть короткий задерг удара. Вот. Но если не закрепится в этом диапазоне 77,9 и верхняя часть вот здесь, вот если здесь не произойдет закрепление и проторговки, то весьма вероятно, что следующая неделя она пройдет также и под знаком роста евро к рублю. На 4-часовике у нас есть незакрытая цель, которая в районе 80,2 проходит. Поэтому, ну, наверное, сначала, судя по этой модели, мы увидим какой-то откат. Вот откат он будет либо до этого значения 78,78. И здесь, если не пойдет объем, будет разворот и движение вверх. Если здесь все-таки пробиваем, то развивается движение по тестированию вот этого уровня, отработка цели. Если здесь не закрепляемся, то у нас пойдет вынос, и всю предстоящую неделю по факту отработки вот этой цели наиболее вероятно мы увидим рост евро к рублю 82, 85. Если произойдут какие-то потрясения, связанные с ценами на нефть, то у нас там есть цель на 82. Насчет санкций, ну, я думаю, пока санкциями особо не будут трогать Россию. У нас как бы по расписанию обычно отголоски санкций начинаются сначала в начале августа и потом осенью. Поэтому, как бы, если какие новости с санкциями выходят, ну, могут они, конечно, выстрелить, но летом все-таки вероятность того, что там какое-то санкционное давление включается, она не очень большая. Так, друзья, далее британский фунт к доллару. Но вот у нас до этого пошло такое энергичное движение по укреплению паунда. Вот. И цель этого движения, первой по недельке, она была в районе 1,3. Есть у него и более высокая цель, которая в районе 1,4 находится. Но вот с учетом того, как у нас эту неделю закрыли, что-то как-то особо на ближайший рост это не указывает. Так, по дневке у нас пошел разворот. Вот этот вот разворот ломает растущий тренд в том случае, если идет возврат в диапазон 1,2356, 1,2250. Если вот сюда идет возврат и здесь начинается рост объемов, то, соответственно, в этой ситуации наиболее вероятно, что здесь пойдет дальнейшая либо проторговка и набор позиций, либо тренд ломается и будет проседание. На текущий момент времени вот по дневке у нас был слом локальный, ну попытка слома тренда. Сейчас вот эта попытка слома, она вроде бы остановлена. И в ближайшие дни, то есть понедельник, вторник, если не будет пробития 1,2470 на объеме, если вот здесь будет либо проторговка, либо движение наверх, то, соответственно, первая цель для движения, она находится вот здесь вот. 1,2713. Если будет закрепление в этом диапазоне, то отсюда сразу разовьется движение, цель которого будет находиться вот здесь 1,3040. Вот, поэтому по британскому фунту или паунду, как мне привычнее его называть, вот у нас, если произойдет удержание в понедельник, если мы не пробиваем вот это значение, то отсюда развивается сначала движение сюда,
потом движение вот в этот диапазон. Если пробиваем, то сначала идет откат сюда, и скорее всего вот откат, который произойдет в этот диапазон, он приведет к дальнейшему снижению фунта. И здесь уже цель может быть очень грозной, вплоть до 1.16 в обозримом будущем. На предстоящей неделе, я думаю, здесь наиболее вероятный диапазон движения от 1,23 до 1,31. Но скорее всего на предстоящей неделе мы увидим корректирующий отскок. Сначала сюда, потом в случае пробития тестирования 1,31. Ну и 4-часовой таймфрейм подтверждает, что здесь наиболее вероятный сценарий отсюда движения. Это вот сюда вот 1,2759. Это происходит в том случае, если не будет на объеме пробития 1,2462. То есть если даже короткий откат на вот этот диапазон не пробиваем, то в ближайшие дни увидим движение вот сюда, вот в этот диапазон. По крайней мере, на это указывает 4-часовой график. Вот. По нефти картина схожая, но немножко отличается. Так, друзья, далее японская иена против доллара. Но смотрите, здесь ситуация следующая. У нас до этого шел рост доллара к иене, но вот эта неделя, которая завершилась, она показала, что все-таки иена к доллару укрепилась, и этот рост вроде как сломан. Но хочу вас предостеречь, несмотря на то, что здесь есть определенные, скажем так, основания полагать, что этот рост доллара был сломан, здесь выполнена определенная траектория движения, и поэтому отсюда весьма вероятен отскок, цель движения по которому будет тестирование на пробой 109, 109,9. Вот в случае пробоя данного значения цель движения в паре доллар-евро будет находиться в районе 112,7, 112,8. Это то, что касается недельного таймфрейма. Но опять же, свечная формация, она указывает на то, что здесь, возможно, был слом роста доллара против иены. Но есть определенные признаки того, что слома все-таки не было, это просто корректирующий откат. Ну и вот, в общем-то, дневной таймфрейм. Здесь картина просто красотища. По дневному таймфрейму у нас первая цель отскока это вот сюда, вот этот диапазон. И по факту закрепления здесь, прям по шагам, первая цель, вторая цель. То есть дневной таймфрейм указывает на то, что более вероятен рост доллара против иены. Вот. Это не будет реализовано в том случае, если мы увидим пробитие 106, 105,9, если пробиваем, развивается движение по укреплению иены, цель которого 104,5. И в этой ситуации действительно страна восходящего солнца ломает дядю Сэма. Вот. Но здесь все-таки, я думаю, более вероятный сценарий отсюда это укрепление доллара против иены. Так, ну вот 4-часовик по иене. Здесь картина у нас более такая интересная, более интригующая. Она заключается в том, что если мы в течение понедельника, вторника увидим пробитие 107.17, 107.19 на объеме, то у нас здесь получается разворотная формация. И у этой разворотной формации цель укрепления иены. И цель этого укрепления 106,8, 106,6. Вот сюда, вот в этот диапазон. Далее, если не происходит пробитие 106,5, то отсюда весьма вероятно будет отскок. И цель этого отскока, который будет сформирован отсюда, она будет первая, это возврат вот сюда, вот откуда пошло движение. И далее вторая цель, третья цель. И четвертая цель, которая находится вот здесь вот. Таким образом, на начало недели по иене доллар будет очень существенно, пойдет, не пойдет пробитие вот этого диапазона. Если пробития не будет, то это все превращается в консолидацию на локальном хае. И таким образом это движение, оно по факту пробития вот этого диапазона на объеме приведет сначала к поражению цели. Первая вот здесь, вторая вот здесь, третья вот здесь и четвертая вот здесь. Ну и каждый раз, когда при достижении цели возникает рост объема либо
проторговка, то наиболее вероятный сценарий продолжения и дальнейший рост. Если здесь пойдет пробой нижней границы, мы увидим тестирование сначала вот этой цели, и потом в случае пробития обвал доллара и укрепление иены. Так, далее украинская гривна против доллара, но здесь на недельном таймфрейме, в общем-то, пытается гривна укрепляться. Ну и это укрепление продолжится, если пойдет пробитие значения, которое 26.46. Но пока как бы такого сценария, я думаю, не будет на предстоящей неделе. Здесь более вероятно, что мы увидим корректирующее движение на 26.76, 26.92, вот сюда, вот в этот диапазон. Вообще, как бы здесь формация, она указывает на то, что укрепление гривны на недельный таймфрейм, оно здесь завершилось. Вот, и сейчас весьма вероятно мы увидим корректирующий отскок, рост доллара. Первая цель движения это 27-27,1 гривны за доллар. Так, ну здесь вот судя по дневке, если только вот будет пробитие 26.46, 26.45 на объеме, тогда будет укрепление гривны к доллару. Но сейчас как бы текущая формация указывает, что все-таки более вероятный сценарий это развитие отсюда движения, цель которого 26.88 и потом 27,1. То есть здесь как бы больше факторов указывает на то, что скорее всего сейчас пойдет рост доллара против гривны. И ну, вот на следующей неделе более вероятно движение вот в этом диапазоне. Более среднесрочная перспектива указывает на цель движения в районе 28-28,2 гривен за доллар. Так, далее казахский тенге. Но здесь смотрите, на недельном таймфрейме здесь по сути разворотная формация. Она, кстати, движение ну, очень похоже на рубль-доллар. Единственное, оно менее здесь характерно, чем у рубль-доллар. Вот здесь, судя по тому, какая картина сложилась, если в ближайшее время не будет, то есть в ближайшие там, недели, месяц пробито 395-390 на растущем объеме, то здесь наиболее вероятен отскок и рост доллара против тенге это 425 и потом 440. Сейчас на текущий момент времени, скорее всего, развивается отскок, укрепление доллара. И прямо по дневному таймфрейму у нас цель движения ближайшая находится на 412-415, вот сюда вот этот диапазон. Здесь, конечно, если пойдет движение вниз, и мы увидим пробой 397-395, то в этой ситуации будет какое-то движение тенге против доллара, тенге укрепится. Вот. Но сейчас текущая картина, она указывает на то, что в начале, в середине недели, скорее всего, мы вот эту цель закроем. А по закрытию этой цели возникает высокая вероятность движения сначала вот сюда вот и потом на 440-445. То есть картина в целом здесь, она даже, наверное, на недельке у рубля она более разворотная, у тенге против доллара менее разворотная. Но дневной таймфрейм указывает на то, что возможно в ближайшее время мы увидим ослабление тенге против доллара. И причем здесь движение, наверное, оно будет поскорее, чем у рубля. Так, ну вот 4-часовой таймфрейм. Здесь немножко как бы он размазан. Ну, видимо, ликвидность не очень высокая. Здесь у нас по 4-часовому, в общем-то, движение настроено на 412, ну, 412, 416. Вот сюда вот в самое ближайшее время наиболее вероятный сценарий это ослабление тенге против доллара в этот диапазон. Сценарий не сработает, если пойдет движение и будет пробито 398-395. Вот сюда, если пойдет движение на объеме, то тогда этот сценарий не будет реализован. Но здесь как бы на дневке и на 4-часовике очень уверенная, высоковероятностная разворотная формация, которая указывает на ослабление тенге против доллара. Так, друзья, далее вопрос был по турецкой лире к доллару. Но смотрите, вот месячный таймфрейм. Здесь в начале шла девальвация, но в мае эта девальвация вроде как ее остановили. Сейчас на текущий момент времени, если у нас отсюда развивается движение вниз в июне месяце, то есть если мы увидим пробой значения 6,66,
то отсюда весьма вероятно пойдет движение сначала на 6,62, и потом отсюда цель движения это 6,2, то есть укрепление лиры к доллару. Вот. В том случае, если здесь начинается проторговка или пойдет пробой 7,05, то мы увидим дальнейшее ослабление лиры к доллару. Так, ну недельный таймфрейм. Здесь у нас идет проторговка в чистом виде вот в этом диапазоне. Соответственно, пробой верхней границы 6,86 уводит на тестирование 7,2. Пробой нижней границы. Нижняя граница у нас здесь 6,7. 6,6 уводит на отработку цели, которая находится на 6,44. И потом здесь есть сильный уровень, который проходит в районе 6-6,1. Так, ну вот на дневном таймфрейме здесь картина более интересная. Она указывает, что вроде как должен был пойти рост доллара к лире. Но тем не менее, вот здесь пока этот рост остановился. И все это дело, оно начало превращаться в консолидацию в диапазоне 6,68, 6,86. Вот если мы на предстоящей неделе в начале увидим пробой вот этой верхней границы, то здесь цель движения находится на 7,05-7,1. Если такого не последует, то мы всю неделю будем видеть пинг-понг от верхней границы до нижней границы. По лире сейчас ситуация, скорее всего, вот она будет складываться к тому, что она в чистом виде будет ходить в диапазоне. Вот в этом здесь сильные движения, скорее всего, маловероятны. По крайней мере, на протяжении одной, может, 2 недель. Потому что выполнили определенную цель вот этим движением, шипом там или пробоем. Вот. И, соответственно, сейчас ситуация стабилизировалась, то есть были решены определенные проблемы, я так подозреваю, в платежном балансе, возможно, в формировании бюджета. И теперь она, скорее всего, будет консолидироваться еще какое-то время в этом диапазоне. Но недельку поторгуется, потом наверх, доллар будет расти. Здесь как бы все предпосылки к этому есть. Этот процесс может пойти и раньше на этой неделе, но пока, я думаю, более вероятно консолидация вот в этом диапазоне. Вот такое мое видение по ключевым валютам. Так, еще вот мне вроде бы писали про юань. Ну, давайте юань еще посмотрим. Так, ну смотрите, вот юань здесь интересная картина тем, что эта валюта, по сути, она является отражением торговой войны Соединенные Штаты Китай. Вот у нас сформировался здесь восходящий канал, то есть рост доллар к юаню. Вот, но до этого, на предыдущей неделе у нас случился откат, но новая неделя, здесь закрылась разворотная свеча, и поэтому на предстоящей неделе мы вполне можем увидеть укрепление доллара к юаню, то есть небольшое снижение юаня. Здесь потолок на текущий момент времени проходит по уровню 7,14. Вот если этот уровень на объеме пробивается, могут возникать всевозможные негативные эффекты. Так, ну вот дневка здесь указывает на то, что наиболее вероятно, что мы по юаню увидим в начале и середине недели ослабление юаня к доллару. По юаню здесь цель движения находится вот в этом диапазоне 7,11. Скорее всего, сюда быстро очень движение состоится. Оно состоится после пробоя 7,0841, 7,09. Вот этот, если пробивается диапазон, то сразу идет движение вот сюда. Вот здесь в чем заключается нюанс. Движение вот этой валютной пары – это состояние во многом взаимоотношений Китая и США. И, соответственно, рост доллара к юаню – это дестабилизация, скорее всего, этой ситуации. И здесь, смотрите, вот то, что наметилось такое движение, судя по всему, наверное, в течение недели, по крайней мере, первой половине будут либо какие-то заявления, либо обмен колкостями. Потому что здесь четкая картина на ослабление юаня. Ослабление юаня начинается тогда, когда Соединенные Штаты начинают что-то предъявлять или как-то пытаться душить Китай. Соответственно, если такая картина возникает, то это указывает на то, что вполне вероятно, что мировые рынки будет трясти на предстоящей неделе. Потому что, как мы с вами знаем, напряжение между Соединенными Штатами и Китаем, они стучат по фондовым индексам всего мира.
и очень сильно. Если мы все-таки увидим пробой и закрепление 7.05, 7.02, 7.03, даже 7.04, 7.03, вот здесь вот этого диапазона, то это будет говорить о том, что юань укрепляется к доллару. Это достаточно позитивный момент, потому что если все-таки это не разворот вот этого локального снижающегося тренда по доллару к юаню, то это позитив. Это говорит о том, что напряжение между Соединенными Штатами и Китаем спадает, и по крайней мере по этому пункту можно спать спокойно. Остается всего ничего. Коронавирус и развитие конфликтов в нефтеносных регионах. Так, ну и 4-часовой таймфрейм, к сожалению, указывает на то, что мы, скорее всего, увидим ослабление юаня к доллару. Ну и по сути, то есть такое ослабление юаня к доллару, оно может предшествовать каким-то, ну если не драматическим, то каким-то событиям, которые негативно повлияют на фондовые рынки. То есть Китай таким образом контролирует свое взаимодействие с Соединенными Штатами, ослабляя национальную валюту, он противодействует вводимым пошлинам и негативному воздействию со стороны Соединенных Штатов. Увеличивает свой экспортный потенциал. И поэтому здесь вот, если мы будем наблюдать в понедельник пробитие вот этого диапазона 7.01, где-то здесь, то мы сразу увидим, скорее всего, движение на 7.12 и потом, соответственно, 7.15. Вот. Если такое пойдет, то значит надо готовиться к тому, что будет что-то не то во внешнеэкономических и политических взаимоотношениях по линии Китай-Соединенные Штаты. Напротив, если мы здесь увидим движение с пробоем 7.05, 7.04, то это позитивный знак. Это будет указывать на то, что там мир, дружба, жвачка. И, соответственно, один риск снимается.